Всем большой привет, дорогие друзья! Очень рада видеть вас у нас на канале. На видео у меня утро субботы, и пока все дети спали, я могла какое-то время провести наедине с собой. Обычно я встаю в 5:30, и неважно, если это будний день или выходной, так как мой организм, наверное, уже привык просыпаться рано. Вы спрашивали, во сколько я обычно иду спать. Если честно, то стараюсь лечь не позже 11, но не всегда получается. И несмотря на то, что у меня не набирается 8 положенных часов для сна, я довольно хорошо высыпаюсь и чувствую себя отдохнувшей. В тот день с утра я сделала небольшую зарядку, загрузила стиральную машину, заказала по интернету кое-что с Amazon и решила выпить кофе. Андрея в первой половине дня дома не было, обычно он в субботу не работает, но иногда в Торонто проходит мероприятие, на котором он должен присутствовать, поэтому кофе я пила без него. Если Андрей дома и за окном хорошая погода, то мы часто идем на улицу и минут 15 просто гуляем по нашей территории. Потом по очереди стали просыпаться дети, сначала младшие, потом старшие, а я тем временем готовила завтрак. На завтрак в аэрогриле запекла домашние сосиски, сделала яичницу скрэмбл, нарезала на тарелку авокадо, а Ева приготовила свежий салат. Кстати, нарезанные авокадо я обычно просто поливаю соком лимона и посыпаю солью и перцем. Очень просто, но при этом вкусно. После завтрака мы с Евой поехали в магазин с товарами для дома, и сейчас я покажу вам, что мы там купили. Взяли вот такой ручной капучинатор, часто Ева использует его для каких-то своих напитков, и мне тоже иногда удобно с его помощью взбивать молоко в пенку, если надо быстро приготовить одну чашку кофе. Также Ева купила полотенце специально для волос, которые сделаны из микрофибры и хорошо впитывают влагу. В пачке 2 полотенца, розовое для Евы, а серое для меня. Я взяла кондиционер для кожи, протираю им светлые барные стулья, которые стоят у нас вдоль острова на кухне, и использую для сидений в машине. Также для салатных листьев и зелени купили центрифугу. Себе взяла новую стеклянную бутылку для воды объемом почти 2 литра. Каждое утро наливаю в нее воду и ставлю на видное место, чтобы не забывать про питьевой режим. Очень помогает. Ей очень понравилась вот такая керамическая чаша для замешивания. В наборе также была силиконовая лопатка и пару формочек для печенья. Друзья, сейчас наши мальчики будут готовить вкусный зеленый смузи. Почти каждый день наши дети пьют этот напиток. В выходные дни между завтраком и обедом, а в будни между обедом и ужином. Главный ингредиент зеленого смузи – это шпинат или капуста кейл. Не знаю, как она называется на русском, но выглядит вот так. Ни шпинат, ни кейл не имеют никакого специфического привкуса, поэтому идеально подходят для смузи. В блендер сначала кладем пару жменей шпината и добавляем немного воды. Вместо обычной воды можно использовать кокосовую воду или миндальное молоко. Дальше включаем блендер на небольшую скорость и перемалываем шпинат с водой, чтобы он опустился на дно блендера. Потом в блендер добавляем любые фрукты и ягоды. Если вы хотите, чтобы смузи получился красивого зеленого цвета, то нужно добавлять фрукты либо желтые, либо зеленые. В этот раз мы добавили зеленое яблоко, апельсин, киви, манго, авокадо и банан. Авокадо тоже не имеет никакого вкуса, но придает напитку кремовую текстуру, а также содержит полезные жирные кислоты. Поэтому если ваши дети не любят авокадо, то попробуйте добавить его в смузи. Все пропорции я оставлю в описании под этим видео.
Друзья, также для приготовления любого смузи желательно иметь мощный блендер, чтобы не оставалось никаких мелких кусочков фруктов и все перемалывалось в пюре. Я уже много лет пользуюсь блендером Vitamix, и мне кажется, что он просто неубиваемый. Нашему уже больше 10 лет, а работает как новый. Все фрукты я добавляю большими кусками, яблоки и киви вместе со шкуркой, и блендер прекрасно справляется как со свежими фруктами, так и с замороженными. Наши дети пьют смузи в любом виде, но мне кажется, что он особенно вкусный, когда холодный. Поэтому я, как правило, всегда добавляю что-то из замороженных фруктов или обычный лед. В морозилке у нас часто есть замороженные кусочки манго или ананаса, всегда есть какие-то ягоды. Также я часто замораживаю очищенные бананы, особенно когда они долго лежат и начинают темнеть. И вот потом как раз очень удобно использовать их в смузи. В общем, всегда старайтесь добавить что-нибудь замороженное, и я уверена, что совсем скоро вы полюбите этот вкусный и полезный напиток. Потом мы с детьми поехали на футбол. Наши мальчики очень увлекаются этим спортом, особенно Марк и Адриан. Изначально наш старший сын Матвей еще в 5 классе начал играть в футбол, потом он несколько лет был в местном футбольном клубе и не так давно, на протяжении какого-то времени, тренировал детскую футбольную команду. Ну и, конечно, можно сказать, он тренер для своих младших братьев. Обычно дети занимаются 1,5-2 часа, а мы с другими мамами пьем кофе и болтаем. Ева всегда проводит время с подружками, так как их братья тоже играют в футбол, а Мартин и другие малыши просто бегают вокруг поля. Дома на обед у нас был борщ, любимый суп наших детей. Готовлю я его в мультиварке и уже как-то делилась с вами рецептом, если что, то он есть у нас на канале. Во второй половине дня у нас распогодилось, и дети пошли на улицу. Такая интересная картина, но для Канады ничего удивительного. Дети в шортах и майках, а на земле во многих местах еще лежит снег. Вообще в этом году у нас было очень много снега. Я вам показывала, как нас замело, и глядя на всю эту картину, я думала, сколько же время все это будет таять. Но как только температура стала подниматься, то все сугробы как-то быстро испарились. И вот как раз в тот день было плюс 20 градусов, и такая температура продержалась несколько дней. Но потом опять похолодало и пошел снег. Вы мне писали, что похожие перепады температуры в этом году не только в Канаде, поэтому, наверное, у вас приблизительно все так же. Пока дети играли на улице, мы с Андреем поехали в Торонто, по дороге заехали в Costco за продуктами, а Ева в тот вечер приготовила для мальчиков ужин. Часто она делает тефтели, запекает их в духовке в барбекю соусе, и как-нибудь мы обязательно запишем с ней рецепт. Также она сделала картофельное пюре и отварила горошек с кукурузой. Друзья, я сегодня заезжала в Costco, закупку не снимала, так как магазин почти закрывался. Ну вот домой сейчас привезла продукты и покажу вам быстренько, что купила. С чего начнем? Сок. Это у нас гранатовый сок. Кто у нас любит сок? Ну, все любят, особенно Евочка. Дальше у нас мороженое.
пачки 9 штук. Дети очень любят. Обычно мы покупаем или такое, или Евочка у нас дома делает сама ванильное. Сейчас положу морозилку, чтобы мне достали. Давай. Это у нас самса, ну самоса, но по-русски самса. Угу, с курочкой, да? 1,5 килограмма, 50 таких треугольничков. Это тоже надо в морозилку, я думаю. Да, хлеб. Мы обычно берем такой хлеб Costco, очень вкусный, цельнозерновой и плюс еще разные семечки. Тут у нас яйца, салатные листья. Вот такие вот салатики мы кушаем каждый день. 2 пачки молока, в одной пачке 4 литра, молоко 2%, органическое. Пачка грибов, шитейк. Дети у нас грибы не едят или едят? Нет. Но мы с Андреем любим иногда утром пожарить грибы вместе с яичницей. Красный лук, маленькие огурчики, сыр, нарезанный на пластинки, творог. Дети утром любят творожок просто на перемешку с йогуртом. Если я добавляю им этот творог, то, как правило, всегда перемешиваю его с жирным йогуртом 9%. Из мяса я купила куриные голени и филе куриных бедер. Еще взяла рыбу красную, $19 за 640 грамм. 4,5 килограмма сахара. Вот такие лепешки, 18 штук. Еще вот такой вот хлеб тоже. Тут у нас индюшка, ветчина и курица. Из фруктов я купила киви, килограмм 400. Мандаринки. 2 веточки банана, малина, голубика и пашенфрут. Пашенфрут, не знаю перевод на русский, вставлю потом видео. В Costco впервые увидела целую коробку. Обычно я покупаю в супермаркете поштучно. В коробке 4, 8, 12 штучек. Очень вкусно. Тут у нас консервированные персики. Это пастила. Очень хорошие ингредиенты. Груша, яблоко, клубника и экстракт черной морковки. Марк, ты когда-нибудь видел черную морковку? А Ева тут прячется сзади. Это у нас клубничная, а это малинка. В упаковке 2 рулетика. Крекеры. Крекеры из миндальной муки. Чипсы, они сделаны из чего? Из кукурузы. Из кукурузы, но они очень вкусные. 1 пачку масла. Тут у нас соус, называется сальса. Такой остренький мексиканский соус, очень вкусный. Все? Или еще что-то? Огурцы я уже вроде показывала. Okay. На этом все? Да. А вот еще я купила мешки для мусора, блок воды, туалетную бумагу и большой пакет риса 8 килограмм. За все я заплатила $508. $508? Да, вот так вот вы кушаете. What? Ага. Друзья, еще в марте мы со старшими детьми ездили в Торонто на мюзикл «Король Лев», и в этом видео я покажу вам нашу поездку. В телеграм-канале я уже показывала отрывки того дня, но на ютубе мои влоги выходят немного с опозданием. Друзья, вы мне иногда пишете, чтобы я выкладывала видео почаще. Вы знаете, я сама очень этого хочу, но каждый раз что-то новое добавляется в наше расписание, и, к сожалению, не всегда есть время на монтаж, хотя я постоянно что-то снимаю. Мы на 2-м этаже в автобусе. Да, без проблем. Матвей у нас высокий, и в потолок упирается на 2-м этаже. В тот день в Торонто мы решили ехать на автобусе, точнее сначала думали поедем на нашей местной электричке, но по времени нам не подходило, поэтому ехали 1,5 часа на автобусе. Конечная станция находится прямо в центре Торонто, и, как правило, все достопримечательности, музеи и развлекательные комплексы находятся в 5 минутах ходьбы от станции. До театра мы шли 7 минут, по дороге еще зашли в кофейню, дети взяли себе горячие напитки, Матвей купил что-то типа шаурмы, так как приехал с работы и не успел перед выездом ничего поесть.
В театр нельзя приносить постороннюю еду, но внутри у них без проблем можно купить хот-дог или попкорн. Мюзикл очень нам всем понравился. Игра актеров, костюмы, музыка, быстрая смена декораций. Все было просто супер, и время пролетело совсем незаметно, хотя спектакль шел 2,5 часа. Правда, был один 15-минутный антракт, во время которого дети купили себе попкорн. Снимать мюзикл было запрещено, с двух сторон стояли люди, которые наблюдали, и если вдруг в толпе появлялся свет от телефона, то сразу светили на него фонариком и просили выключить камеру. И уже только в самом конце можно было немного заснять. Когда все закончилось, на улице было уже темно, резко похолодало и был сильный ветер. Дети еще хотели зайти в кафе перекусить, и потом нам надо было как-то успеть на последний поезд. Андрей в тот день был дома с младшими мальчиками, как раз уложил их спать и позвонил нам по фейстайму, поэтому он, можно сказать, тоже был с нами в кафе. Папа с нами в ресторане. Я только что почистил зубы, уложил малышей, а теперь вы меня так раздразнили, что я сейчас пойду себе еду готовить. Мы с Евой заказали себе салаты, а мальчики запеченные бутерброды. Не все доели, поэтому забрали еду с собой. Не знаю, если в других странах так принято, но в Канаде, если у тебя на тарелке осталось много еды, то работник кафе или ресторана приносит одноразовый контейнер, в который ты можешь всю еду сложить и забрать с собой. Потом мы еще какое-то время шли на станцию по ночному Торонто, сначала по улице, потом покрытым бесконечным коридором, и если бы не дети, то я, наверное, заблудилась бы и осталась ночевать на этой станции. Раньше я любила городскую жизнь, суету, но когда у нас родился третий ребенок, то мне захотелось переехать куда-нибудь в лес. И сейчас, когда мне нужно ехать в Торонто и стоять часами в пробках, то все время хочется быстрее вернуться домой в нашу деревню. Я всегда говорю в деревню, но на самом деле мы живем в небольшом городке с магазинами, школами и другой инфраструктурой. Просто наш город не сильно пока заселен, и тут очень спокойно. На последний поезд мы не успели, поэтому еще полчаса на вокзале ждали автобус. Ева нашла автомат с органической едой, всякие напитки, бутерброды, рулеты из лаваша и пудинги из семян чиа. Мы ничего себе там не покупали, просто было интересно посмотреть, что они продают. Потом уже приехал наш автобус, и мы поехали домой. Сначала доехали до станции, на которой оставили машину, а потом еще 20 минут ехали на машине, и домой приехали только в 1:00 ночи. Ну а с вами, мои дорогие, я уже буду прощаться. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте. Я всегда читаю все ваши комментарии, и как только появляется возможность, то с радостью отвечаю на ваши вопросы. Я вас всех крепко обнимаю и очень надеюсь на скорую встречу. Всем пока!